Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Давайте в этом видео поговорим о слове читать, читать книгу, читать журнал, читать статью, читать публикацию и так далее. Но в этом видео мы будем говорить не только о слове читать, а будем добавлять префиксы, приставки к читать. Прочитать, дочитать, перечитать, отчитать, отчитываться, перечитываться, зачитываться, вчитываться и другие. Итак, читать с разными префиксами. И начнем с самого первого префикса, префикса про. Читать, прочитать. Несовершенный, совершенный вид. Пара, видовая пара. Читать, прочитать. Читать – это у нас процесс, прочитать – это у нас результат. Читать произведение, читать книгу. Также мы можем говорить читать стихи. Интересно, что в данном случае будет важен контекст. Читать стихи – это вы делаете так же, как с книгой. Вы воспринимаете информацию. Информация у нас в форме текста. Или же читать стихи вы декламируете, вы говорите стихотворение. Можно читать нотации. Это, знаете, говорить, как правильно нужно делать, как правильно нужно жить. Вот то, что мы обычно не очень любим. Также можно читать лекцию. Это то, что делает профессор в университете. Профессор читает лекцию о межкультурной коммуникации. И читать долго, читать всю ночь, прочитать роман за ночь. В данном случае за одну ночь прочитал весь роман от начала и до конца. Результат. Прочитать совершенный вид. Дочитывать, дочитать. Префикс «до», который в первую очередь обозначает «до конца». Дочитать книгу до конца. Дочитать роман, дочитать текст до конца. Надо уже, наконец, дочитать эту книгу. Сколько можно ее читать? Вычитывать, вычитать. Это то, что в первую очередь делает редактор. Он вычитывает текст, то есть внимательно, детально читает текст и пытается прочитать его так, чтобы не пропустить ни одной ошибки. Вычитывать, вычитать текст. Это прочитать текст, найти там ошибки, указать на эти ошибки, так, чтобы следующий человек исправил их, или же сам редактор будет исправлять ошибки. Вычитать, также узнать в процессе прочтения. Я тут вычитала интересную новость. Говорят, никаких катастроф больше не будет. Зачитывать, зачитать. В первую очередь встречается в официальном стиле, на официальных мероприятиях. Директор зачитал приказ, то есть он официально прочитал приказ так, чтобы его все услышали. Ознакомил с приказом всех. Зачитать книгу. Часто мы, кстати, говорим зачитать книгу до дыр, то есть вы ее так часто уже читали, так часто погружались в нее, что в некоторых местах она уже испортилась. Испортилась книга, испортилась бумага. Зачитать до дыр. И давайте сразу здесь возьмем слово зачитываться, зачитаться. Очень близкое значение, что значит увлечься чтением. Помню, когда я была подростком, я зачитывалась романами Достоевского. Начитывать, начитать. Начитать текст. Когда вы начитываете текст, значит вы говорите какой-либо текст так, чтобы он звучал красиво. Вы тренируетесь, практикуете правильно читать текст.
начитывать, начитать текст. Это также делают люди, которые записывают аудио каких-то книг. Они начитывают текст, точнее, они делают аудиозапись текста. А вот уже начитаться обозначает прочесть очень много. Он начитался детективов, теперь боится всего. Перечитывать, перечитать, прочитать еще раз. А можно сказать перечитывать, перечитать все много раз. Как вы думаете, что можно перечитывать по несколько раз? Почитать. Обратите внимание, совершенный вид. Почитать. Что значит немного, недолго читать что-либо. Дай мне почитать вот эту книгу. Сейчас как раз есть свободное время. Он почитал с полчаса и лег спать. А если мы будем использовать префикс по в несовершенном виде, почитывать, это будет означать читать время от времени. В свободное время я люблю почитывать триллеры. Следующее. Префикс от. Отчитывать, отчитать. И здесь мы уходим от значения чтения, потому что отчитывать, отчитать обозначает делать строгое замечание. Фактически ругать, отругать. Не надо меня отчитывать. Я сама знаю, где мой косяк. Да, я понимаю свои косяки. И сразу отчитываться, отчитаться. Устно или письменно доложить о своих действиях начальству, руководству. И, кстати, у нас есть и существительное отчет, официальный документ о проделанной работе. Обычно в конце каждого проекта вы должны писать отчет, что, как, где, когда было сделано. Отчитаться. Завтра мне нужно отчитаться перед директором о проделанной работе. Еще вчитываться, вчитаться. Во время чтения вникнуть в текст, вникнуть в слова, в то, что вы читаете. Это такой замечательный роман, что хочется вчитываться буквально в каждое слово. И напоследок глагол читать без префикса, но с постфиксом. Читаться. Быть таким, что можно читать. Эта надпись хорошо читается, то есть вы можете ее прочитать. Или же говорят, на море хорошо читается, что обозначает желание читать. Говорят, что на море появляется желание читать. Мне сегодня совсем не читается, а вот в данном случае мне совершенно не хочется что-либо читать сегодня. Это были несколько слов, несколько префиксов со словом «читать». И если вы знаете, встречались с другими префиксами, с другими словами «читать», то пишите их в комментариях, давайте обсудим вместе. А на этом все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. Пока-пока. До скорой встречи.